Невозможно отрицать, что с 2019 года в мире большого кино происходит странное. В то время как мегабюджетные фильмы о супергероях продолжают показывать хорошие результаты в прокате, почти все остальные премьеры не получают шанса произвести впечатление на зрителей. И потому неудивительно, что так много отличных фильмов потерпели коммерческую неудачу. Привет, мой дорогой зритель, ты на канале Shadow Tavern, и сегодня я расскажу о 6 новых фильмах, которые провалились в прокате, но более чем достойны просмотра. Тем более с появлением в цифре они все же смогли получить заслуженное внимание и показать, чего стоит на самом деле. Располагайся поудобнее и приятного просмотра. Историческая экшн-драма Ридли Скотта «Последняя дуэль» получила преимущественно положительные отзывы критиков, в основном хваливших деликатную тему в основе сюжета и актерский состав, в частности Джоди Комер. Несмотря на известного режиссера и именитых актеров, фильм потерпел катастрофическое фиаско в прокате, собрав менее половины от первоначальных прогнозов и заработав в общей сложности $30,6 миллиона, лишь малую часть своего огромного бюджета в 100 миллионов. «Последняя дуэль» — отличный фильм, вышедший в плохое время. Он появился на экранах через неделю после «Не время умирать», в один день с Хэллоуин убивает и за неделю до Дюны. А когда на экранах есть блокбастеры и развлекательное кино, ну кто пойдет на историческую драму о насилии? В отвратительных коммерческих показателях фильма расстроенный Ридли Скотт обвинил миллениалов, которые ничему не хотят учиться, а только залипают в свои телефоны, что вызвало еще больше критики. Впрочем, появившись в потоковой трансляции, фильм вроде как начал окупаться. «Скорая помощь». Майкл Бэй имеет репутацию одного из самых продуктивных и коммерчески успешных режиссеров, хотя на самом деле у него не было действительно кассовых хитов с 2014 года. «Трансформеры. Последний рыцарь» себя еле окупил, «Призрачная шестерка» вышел сразу на Netflix, а про 13 часов вообще почти никто ничего не слышал. И тут от него появляется новый проект «Скорая помощь», который по анонсам казался будущим хитом. Высококонцептуальный жанровый фильм, наполненный взрывами, погонями, съемкой с беспилотников, да еще и с Джейком Джилленхолом в главной роли. И даже с учетом репутации Бэя как мастера уничтожения кинобюджетов, «Скорая помощь» уложилась всего в $40 миллионов. Типичный среднебюджетный боевик с хорошим сюжетом и актерским составом, что никак не повлияло на результат. Фильм провалился. Причем в этом случае назвать какую-то одну причину почти невозможно. Здесь и снижение авторитета Бэя среди зрителей, неудачное название фильма и малый интерес к жанровому кино. Но что-то мне подсказывает, что в трансляции фильм имеет шансы занять первые места рейтинга. Фильм Джеймса Ганна «Отряд самоубийц» был, по сути, одним большим громким извинением за отряд Дэвида Эйра. Однако вот какое дело, фильм 2016 года, несмотря на негативные отзывы, собрал аж $746 миллионов в прокате. А вот версия Ганна при наличии восторженных отзывов как от критиков, так и от фанатов при колоссальном бюджете в 185 миллионов заработала всего 167. Хотя стоит отметить, что фильм вышел в прокат одновременно на HBO Max, так что Warner Bros. Явно пожертвовала частью кассовых сборов, чтобы продать побольше подписок на стриминг. Одной из главных причин провала называют то, что «Отряд самоубийц» 2016 года просто отвратил людей от киновселенной DC, а после ужасных «Хищных птиц» зрительский интерес пропал вовсе. Не помогли и невнятный маркетинг «Отряда самоубийц», который не смог прояснить, сиквел это или перезагрузка, отсутствие известных звезд на экране и возрастное ограничение R. Хотя, как по мне, только такое у фильмов по DC и должно быть. Новый психологический триллер Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров» стал одним из самых незабываемых жанровых фильмов 2021 года. По крайней мере, в визуальном плане. Великолепно снятый и блестяще сыгранный, он получил 4 номинации на «Оскар», включая лучшую картину. И широкое признание фильма тем удивительнее, что его кассовые сборы были ужасными, и он едва окупил половину своего бюджета в $60 миллионов. Причин провала опять же множество. Нежелание зрителей возвращаться в кинотеатры, когда они уже привыкли получать все по подписке. Нечеткая маркетинговая кампания и самое худшее решение, которое только могло появиться у продюсеров — выпустить фильм в тот же день, что и «Человек-паук. Нет пути домой». Стратегия предложить противоположный главному хиту жанр может сработать на привлечение внимания, но точно не против фильма, который был так распиарен, как «Нет пути домой», и который хотели посмотреть практически все. «Варяг» или же «Северянин». Историческая эпопея Роберта Эггерса вышла на экраны сравнительно недавно, но ее кассовые сборы уже подтверждают коммерческий провал. Независимо от того, насколько тепло фильм был принят критиками, он был вынужден столкнуться с конкуренцией в кинотеатрах, а с учетом его сюрреалистичности это совсем непросто. При бюджете в почти $90 миллионов «Северянину» нужно было собрать 150 миллионов, чтобы хоть как-то приблизиться к окупаемости, что даже учитывая текущую популярность викингов в поп-культуре звучит совсем нереалистично. Каким
бы блестящим ни был фильм, Universal была очень оптимистичной, позволив Эггерсу снять необычный крупнобюджетный фильм, учитывая, что и предыдущие-то его картины, с учетом всей их художественной ценности, дохода почти не приносили. И, наконец, «Дом на другой стороне». Ужасы — это один из жанров, который продолжал процветать во время пандемии, но, признаем, это произошло в основном потому, что их бюджеты обычно относительно низкие, и ориентированы они на молодую аудиторию. Однако более художественные и вдумчивые хорроры не пользуются такой же популярностью. И несмотря на восторженные отзывы о великолепной, достойной наград игре Ребекки Холл и напряженной режиссуре Брукнера, «Дома на другой стороне» так и не удалось стать хитом. Его мировые сборы составили всего $15,5 миллионов, а бюджет Searchlight Pictures предпочли не раскрывать. Он вряд ли был огромным, но явно и не был сверхнизким, потому шансов на прибыль от столь красивого мистического фильма почти нет. Кстати, против этой картины сработало и сарафанное радио. Маркетинг и трейлер продавали его как жуткий и напряженный хоррор, а на деле «Дом на другой стороне» оказался тихим, медитативным и сдержанным. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в новом выпуске. Пока!